Земля — это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса и города, полные чудес. Но все-таки Земля — это планета людей. Они — главное сокровище нашей планеты. Каждый уикенд знаменитая певица Мишель Андраде и ее друг, блогер Кирилл Макашов отправляются в гости к удивительным народам мира. Один будет знакомиться с местными, имея всего $100 на 2 дня. А второй будет узнавать жизнь землян, имея неограниченное количество средств на карте. Основное блюдо. Ага. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам, еще шажочек. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта MasterCard. А что тут решать? За нас все решит монетка. Слушай, тут такие девчоночки красивые ходят. Там... Всем привет! Это Орел и Решка земляне, и мы подкатили к каталонцам. Так это ты теперь сможешь повыпендриваться своим идеальным испанским? Да? Кирилл, ты бы хоть прогуглил немножечко. Тут свой собственный язык – каталанский. Слушай, мне хоть что каталанский, что испанский. Я с безлимитной карточкой переводчика беру, и мне все отлично. Ой-ой-ой, ну давай проверим. Давай. Всё Чистая по-честному. формальность, только для Мишель. Орел. Решка. Ну ты хоть когда-нибудь должна была это сделать, слушай. Мне обидно. Почему я всегда танцую так плохо, Обидно. когда я радуюсь? Но, слышишь, помнишь, я тебе там фразочки на испанском языке Иди учила? на испанском языке фразочки. ¿Cómo estás? Пойду с девчонками знакомиться зато. Девчоночки? Каталония – это область на севере Испании. Но каталонцы – это вам не испанцы. У них свой язык, свой флаг и своя культура. Если у испанцев фламенко, то у каталонцев сардана. У испанцев Реал Мадрид, у каталонцев Барселона. У испанцев коррида, а каталонцы ее на дух не переносят. Так что же это за народ такой? Всякое уже было на Орле и Решке, но такое впервые. Не отходя от кассы, я еду знакомиться с каталонским миллионером Хосе Бах Кучерюта. Сеньор Хосе Бах. Его состояние оценивают в 50 миллионов евро. Для меня это идеальный человек, чтобы узнать побольше о богатых каталонцах. Сеньор Хосе прислал за мной свое авто и личного водителя, чтобы отвезти в свое поместье. Более миллионерскую и шикарную, роскошную машину я себе представить не могла. Rolls-Royce. Rolls-Royce Silver Shadow. Серебряная тень. Любимая машина аристократов. Собранная вручную.
Hola, yo soy Michelle. ¿Usted es de José? ¿Sí? Bueno, gracias. Мы специально решили знакомиться с каталонцами не в их столице, Барселоне, а в Таррагоне, тихом средневековом городке на берегу моря, где мало туристов, а каталонским традициям тепло и уютно. Если спросить у местных, кто они, испанцы или каталонцы, они, не раздумывая, ответят. Catalonian. Catalonian. Normalmente catalane. Catalunya. Io sono catalano. Ну и главный вопрос. Чем же каталонцы отличаются от остальных испанцев? Отличий немного, но каталонцы спокойнее. Нет, мы тоже любим праздники, но каталонцы очень сдержаны. Испанцы, они такие, эй, давай, давай, более экспрессивные. А у каталонцев наоборот, спокойно, спокойно. Мы хорошие люди, работяги и предприниматели. Каталонец делает все возможное, чтобы открыть бизнес, фабрику или магазин и работать. Заработать больше денег, чем у него есть. Мы собираемся завтра устроить барбекю на празднике Сан-Хуана. Моя знакомая, она не из Каталонии, говорит, давайте каждый принесет, что сможет. Кто-то еды, кто-то пиво. Но здесь люди все делят поровну. Если я заплачу 15 евро, а ты 10 евро, то по каталонским правилам ты мне будешь должен 2,5 евро. Мы это называем «сделать по-каталонски», то есть оплатить поровну. О скупости каталонцев в Испании ходят анекдоты. Вот самый популярный. Спойлер, он не очень смешной. Знаешь, как изобрели медные провода? Просто однажды два каталонца нашли медную монету. Никто не хотел ее отдавать другому. Каждый тянул ее в свою сторону так сильно, что в итоге получилась проволока. Окей. Зато из-за прагматичности каталонцев тут выше доходы и вообще уровень жизни. Почти половина каталонцев считают, что их регион кормит всю Испанию и даже мечтают о независимости. У каталонцев даже есть свой собственный флаг. Вот такой. И называется он «Сеньера». А вот такой флаг, который в принципе похож на каталанский, и называется он «Эстеляда», только с синим треугольником и звездочкой внутри, обозначает, что этот человек топит за независимость Каталонии от Испании. За флаг со звездой сегодня могут и наказать. Футбольный клуб «Барселона» оштрафовали на 150 тысяч евро за флаги независимой Каталонии на трибунах. А вот и поместье сеньора Хосе. Оно называется Клос Баренис. Тут у него оливковые аллеи, гектары виноградников для вина, собственно торговые марки, винные погреба, рестораны и родовое поместье в традиционном каталонском стиле. Привет! Здравствуйте, меня зовут Хосе. Скажите, а вы всегда ездите на этой машине? Нет, это всего лишь одна из моей коллекции ретро-машин. Одна из? Сеньор Хосеп решил зайти с козырей и сразу повел меня в свой гараж. У тебя могут быть деньги в банке, и ты их потеряешь, налоги заплатишь, еще куда-то они уйдут. А если у тебя деньги вложены в машину, они приносят тебе удовольствие. А это еще одна моя машина. Это еще одна машинка.
Это робот для стрижки травы. Класс! So у вас есть помощник that helps you? Если трава не очень высокая, только эта машинка. Окей. Comfort. Это очень удобно, потому что у нас тут, я не знаю, 5 или 8 тысяч квадратных метров газонов. Если нанимать человека, это 8 часов в неделю, так что лучше инвестировать в такую штуку. Наверное, ничто так не расскажет о каталонцах, как то, во что они верят. А верят они в то, что их город от всех бед оберегает отрубленная женская рука. Так, пойдем разбираться. Я пришел в место, которое священно для каждого каталонца. Кафедральный собор Таррагоны, он же храм Святой Фёклы, как покровительницы этого города. За вход в собор тут берут деньги. 5 евро за взрослый билет. Ничего святого. Правду говорят, что каталонцы не упустят возможности заработать пару евро. Класс. Этот храм действительно уникальный, потому что здесь хранится рука Святой Фёклы. Рука. Кто же это такая, Святая Фёкла? И при чем тут ее рука? Тут на алтаре изображена вся ее история. Вот противники христианства бросают Фёклу в яму со змеями. Но те не трогают ее. А тут Фёклу отдают на съедение львам. Но те не съедают ее, а облизывают ей ноги. Потом Фёклу четвертуют, привязав к быкам. Не скучно тогда жилось, правда? А здесь пещера, в которой жила Фёкла, обрушивается, и снаружи остается только рука святой. Но рука-то где? Я не понимаю. Может, вот это то, что она сидит? Вот это она. Нет, ну это ж не ее рука, по идее. Hola? Hello? Are you a guide? Oh. I heard that there is a hand, but I couldn't find it on the wall, but it should be there. Yeah, because there you have a little guess. Can you show me that? Гид рассказала, что рука Святой Фёклы хранится в золотом сейфе. Он открывается 2 ключами, которые хранятся у декана и архиепископа. Сама рука заключена в футляр из чистого золота. Но на самом деле там внутри даже не вся рука, а только фрагмент, который видно через маленькое окошко. Ну, честно сказать, уникальная штука. Не везде встретишь. А я продолжаю свой репортаж из жизни каталонских миллионеров. Вау! Это гостиная. Зимой мы любим разводить камин и греться. Мне нравится такой стилек. Тут очень уютная такая атмосфера. Видно, что тут люди живут на постоянной основе. И классно. Я плюс-минус себе представляла, что так и живут богатые люди. Красиво. Это ваша семья? Да. Это ваш бар? Нет, у меня бутылки по всему дому. Там. Такое ощущение, что я действительно нахожусь в кино, потому что всегда у богатых людей в доме всегда есть вот такой маленький барчик, где он в любой момент может спуститься и выпить пару бокальчиков игристого или крепкого напиточка. Одна комната переходит в другую. А вот на этой кухне мы готовим. Неудобный вопрос. Можно посмотреть на ваш холодильник? Yes.
Сейчас посмотрим, есть ли тут лобстеры и черную икру. It's a normal fridge. А норма? Это обычный холодильник для 3 девушек. One of them is vegetarian. Одна моя дочь вегетарианка, другая любит рыбу, здесь есть немного пива. Some beers, but we have Но у нас здесь в усадьбе есть еще ресторан. a fridge. Put like И this там kitchen. у меня холодильник, как эта кухня, большой. Новое осознание богатого. Это не когда у тебя в холодильнике все есть. Это когда у тебя на территории есть ресторан, и помимо этого там холодильник, где все есть. Все у тебя в твоих руках. Вау. How much money? Сколько нужно накопить денег, чтобы иметь такой дом? But it's, Ой, не знаю, но тебе надо начинать уже сейчас. yes. Your family. Этот дом построила моя семья. Мой отец, я. ¿Cuánto Сколько нужно денег, чтобы содержать такую усадьбу? contener la casa? Amount. Содержание его в месяц обходится примерно в 30-40 тысяч евро. 1000 euros. Ого. 30,000-40,000. Глядя на Хосе, и не скажешь, что он тратит такие суммы. Обычная рубашка, джинсы. Каталонские миллионеры не выпячивают свое богатство. Испанцы шутят, что если каталонец не будет прибедняться, то у него не будет денег. А я тем временем пошел гулять по Таррагоне и охотиться на интересных каталонцев. Оно немножечко страшновато выглядит на самом деле. Это самая яркая и удивительная традиция каталонцев – постройка кастелс – живых башен. Люди карабкаются друг по дружке наверх, строят из себя этаж и ждут, пока по ним вскарабкаются новые люди-кирпичики. Задача кастельеров – построить башню повыше и не свалиться. Всего до 10 этажей. Как вам живая башня высотой с 5-этажку-хрущевку? Можно сказать, что как только каталонец рождается, он сразу же лезет строить башню. А учится прямо на старинных улицах Таррагоны. Do you train here on the street? Comencen cap als 3-4 anys i després, doncs, a mesura que es van fent més grans... 3 года. 3 years. 3. О май гад. Я ел песок, когда мне было 3. Вот что я делал. А не лазил на людей, на других. Gent de totes les edats. O sigui, ens podem trobar des del petit que tingui 3-4 anys a baix gent amb 80 anys. У нас детей отдают на футбол и танцы, а в Каталонии на строительство башен. Can I try this with you? Is that okay? Endavant. És una faixa. Per protegir l'esquena. Не могу дышать теперь. Can't breathe now. Mira això. Oh, she's gonna go up on me? Yes? Окей. За что на меня такую ответственность вешают? Я надеюсь, она не убьется сейчас. Окей. Окей. Un moment. Окей. Ara. Ara. Is that right? В постройке башен полно секретов. Дело-то ответственное. Чуть оступишься, и человеческий небоскреб рухнет. Man! Man! That's cool! Да, видели? Я уже... Thank you very much. Когда строят башню, люди внизу должны закусить воротник рубашки. Если воротник завернется, он может больно давить на ключицу, и на нем можно поскользнуться. Строители башни подворачивают манжеты на рукавах и штанинах. Они, а также широкий пояс, служат ступеньками для тех, кто карабкается наверх. Чтобы людям сверху было безопасно спускаться или даже падать, внизу выстраивают живой матрас из людей. Эта часть башни называется пинья – шишка. Потом идет ярус фолре – подкладка.
Сюда становятся настоящие каталонские богатыри. Самое сложное в башне — не просто ее построить. Гораздо сложнее ее безопасно разобрать. Только когда последний кастельеро коснулся земли, башня признается удачной. Это не спорт. Это развлечение. Это чувство. Это традиция. Она пошла с тех времен, когда бедняки, чтобы было весело, взбирались друг на друга и строили башню. А сейчас так делают все. Олежа, даже не пытайся дышать 2 минуты. Окей. Окей. This hand. All right. The other hand. In the head. Oh, Just the knee. Just the knee. The knee. Go, go. I'm... No. Big hands. Oh, man. Oh, wait. You're gonna hold me. You're gonna hold me. Don't step away. And now. One man. Okay. I will hold. All right. Давай. Okay. The other hand. Thank you. The hand. Oh. Люди просто карабкаются друг на друга, и им не страшно, что самое интересное, как было мне. Но вот чувствуется, даже когда они просто стоят здесь, на тебя смотрят, чувствуется какое-то такое, я не знаю, ощущение того, что они все вот одна команда, одна семья, они едины. И когда люди это делают, собираются в огромные там тысячи людей, строят огромные башни, то, мне кажется, это чувство только усиливается с каждым человеком, который приходит. Фух, но это не для меня. Поселиться на усадьбе Хосеп невозможно. Но если есть безлимитная карта, в Каталонии можно найти жилье точь-в-точь, как у миллионера. Это вилла Ла Боэля. И тут тоже есть угодья с виноградниками и оливами. Красота! Винные погреба. Красивые сады. И родовая усадьба 12 века. Есть даже своя башня. Раньше с нее богатые каталонцы смотрели на свои корабли в порту. Уже разгрузили там товары или нет. Очень удобно, что в поместье есть бутик-отель. Даже здесь каждая комната названа в честь сорта винограда или оливок. Да. Простенько. Я и не рассчитывала, что тут будет какая-то особенная роскошь. Уже поняла, что каталонцы такого не любят. Pero ¿qué es esto? Что? Я хотела море, а вижу я виноград, огород, оливки. Чтобы понять настоящего каталонца, нужно поехать в глубинку Каталонии, в маленькую деревню, там, где люди чувствуют себя каталонцами, где народ работает на земле. А куда вы посоветуете поехать в Каталонии? Сиурана, Гимера, Прадес, Скаладей, Облет, Монсеррат, дельта реки Эбро. На все традиционные каталонские деревни у меня уйдет неделя, поэтому поеду в самую первую из списка моего знакомого таксиста – Сиурану. Местные говорят, что в Сиуране самые красивые закаты. Ну, я себе не прощу, если этого не проверю. Из Таррагоны ехать аж 2 часа. Стоит 10 евро в одну сторону. О! Прибыли в место назначения. Сиурана де Прадес. Так правильно каталонцы называют свою самую фотогеничную деревню. Она стоит на 700-метровой скале и свысока смотрит на холмы, леса и оливковые рощи. Тут чисто все выложено из камня. И вот такие прикольные
окна, как будто средневековые, деревянные. И маленькие. Тут не покидает чувство, что гуляешь по съемочному павильону. Вот сейчас все вернутся с обеда и продолжат снимать новый сезон «Игры престолов». Все, что видишь в Сиуране, не младше 500 лет, а некоторым зданиям и 1000. По закону, так как здесь архитектура очень старая, она защищена. Снаружи нельзя трогать фасад, нельзя его менять. А внутри делай, что хочешь. Главное — фасад. Внутри все как в обычных домах. Этим заведует Министерство культуры. Честно говоря, вот у меня сложилось чувство такое, что местные здесь живут не потому, что это суперисторическое место какое-то, а потому что это как музей под открытым небом, декорация для туристов. И здесь можно хорошо на этом зарабатывать. Вот. Лично у меня. Но, тем не менее, нужно пойти найти место, где спать. Если нормальные люди плавают с акулами, с дельфинами, но на крайний случай с черепахами, то каталонцы любят это делать с тунцом. Как мы поняли, каталонцы очень практичны. Да? Вот, например, одни местные товарищи, которые разводили тунца для ресторанов, подумали, почему бы им не купать с этими тунцами всех желающих? За деньги, конечно же. Вот там наша локация, там находятся огромные бассейны с сетками, где находятся тунцы. И мы просто будем с ними плавать и нырять. И, надеюсь, выныривать. Будем бросать специальный корм для того, чтобы они поднимались на поверхность, и мы могли с ними плавать. Я готова. Сигнал. Это тунцы, которые мы едим в консервах? Нет, это красные средиземноморские тунцы. Они тоже съедобные. Главное, что они не опасны. Нельзя приближаться к этому черному квадрату, потому что там в основном находится их еда. Все остальное, вся территория наша. Короче, Милан, расходи. Очень страшно. Я еще боюсь смотреть под водой. Туши по 250 килограммов носятся вокруг тебя со скоростью 90 километров в час. Это как переходить дорогу на красный свет. И они плывут все, как будто хотят меня сожрать. Ой, какие крутые. Они такие красивые. К счастью, тунцы не будут подплывать слишком близко. У них очень нежная кожа, которую они боятся поранить. Даже друг с другом тунцы соблюдают социальную дистанцию. Это был прикольный опыт. Они сильно близко ко мне не подплывали. Я их боялась, они меня боялись. Стоит этого пробовать 100%. Сейчас многие будут меня осуждать. Но их выращивают специально для того, чтобы их ели. Сырой, ничем не обработанный тунец. Мне нравится, он очень сладенький, очень нежный. Это было очень вкусно. Señor, unos cuantos kilogramos conmigo, por favor. Gracias. Gracias. Hola. Hey, hi. Hello. Hello. Do you speak English? Yes, yes. I'm looking for reception. Is there a reception? Yes, here is the reception. The prices for sleeping here, it's 10 euros in tent, 60
euros for bungalow. О, 10 за палатку, 60 за жилье. У меня денег нет. No, we But I don't have that money. But doesn't Listen, matter. okay, Doesn't listen. matter. If you like, we can arrange the price. If you help me, I have some task to do. You help me, Yeah. and you can sleep there. free Depends. place? Depends. Man, you've never seen that big bicep. Look at that. Okay. Yeah. We can do it. We can do it. Of course, my friend. Okay. Can we? I have something for you. You have some job for me. Yeah, and then we go climbing, and I show you my biceps. Okay, I'm in. Now we go down to take the wood, and we carry it with this to the barbecue. Давай, Кирюха. Ты же в зал ходил. А нет, в такой зал я не ходил. Это нифига нелегко. Подожди, так а что я парюсь? Вот так вот взяли. И Кирюха, силач, нормально, достоинско. Вот так. Какого черта? Олеж, ты мне поможешь, если что? А такие тут операторы. Работу за всех делают. Только не еще раз. Fantastic! My friend, finito la commedia. Yeah, good. Enough, eh? Yeah, enough? Yeah. Happy to hear that. Yeah. Your room. My friend! Ребят, я садиться не буду, я грязный, но это ж красота какая! А вид здесь какой, а? Ты ля! Вот это кайф! И запах, и воздух, и деревья, зелень. Вот теперь я вижу, Catalonian people are friendly. Даже в деревенской глуши каталонец придумает, как заработать. Хозяин моего кемпинга, например, водит в горы альпинистов. One. О, мои шарики. Мистер Человек-паук. Вот как он цеплялся, тут не за что цепляться просто. А я никогда не делал этого. Ну ничего, это же долг ведущего, а дальше вы знаете. Я это сделал. Тут не лезть недалеко, но очень страшно. Man, that was amazing. Yes. Фух, ну что, показывайте ваш самый лучший в Каталонии закат. Знаешь, о чем думаю сейчас? What? Завтра такая крепатура будет, дядя. Ну, ты меня потаскал сегодня, конечно. Угу. Да, и не говори. La cuenta, por favor.
Ох, крепатурка. Вот вам последствия халявного ночлега. Мои ножки. Ой. Ну что, пойдем гулять весь день? Утром второго дня я вернулся в Таррагону, чтобы рассказать еще одну интересную штуку о каталонцах. Оказывается, они живут на останках Римской империи. Тут есть римский амфитеатр для гладиаторских боев, римский цирк, где проходили скачки, и римский акведук. Что-то среднее между мостом и водопроводом. По нему вода от горных источников лилась самотеком прямо в город. Остатки римской истории в Таррагоне хранятся даже на парковках. Говорят, прямо под торговыми центрами прячутся древние туннели и пещеры. Hola. 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 Hello. ¿Qué tal? Hello. 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 Hola. Juan Luis. Juan Luis. Natalia. Наталья. José Luis. José Luis. Nice to meet you. Nice to meet you. Это спелеологи-волонтеры. Они исследуют древнеримские пещеры под Таррагоной и иногда берут с собой туристов. Сегодня как раз такой день. Para las que la veáis. Okay. Luego volveremos atrás y en el punto. And we go in water. I have to change. Con agua. Water. Es un cañón. Yo no tengo ganas de estar tapada, ¿eh? Борис. Эй, брат. Y está fan. Y ahora que hay que preparar. Aquí tenemos la entrada a la zona. В костюме водолаза. Никогда такого опыта в моей жизни не было. Это душ? Echó el agujero este. Y fue cuando descubrieron. Слушайте, ну Гарри Поттер и Тайная комната, по-моему, отдыхают по сравнению с этим. Полное погружение. Оба! Путешествие к центру Земли. Para poder pasar el agua, que es los acueductos romanos que estaban bajo subterráneamente para conducir el agua. Получается, мы по сути идем по древнеримской трубе, которую они рыли годами. Этот туннель нашли случайно, когда в 1997 году строили подземную парковку для нового дома. Когда стали его исследовать, то поняли, что он соединяется с гигантской сетью природных пещер. Я не хочу заходить в такую штуку, где меня сожгут со всех сторон, а потом скажут, ну, давай, пока. Вот то, что я люблю. Залазить в какие-нибудь дырки. Скоро туннель, который выдолбили римляне, соединяется с пещерами, которые создала природа. Вот это я именно Индиана Джонс. Путешествие к центру Земли. Потому что так глубоко я еще никуда не залазил. Oh, is that a lake, right? It's underground lake, короче. Холодная, ногами чувствую холодное, хорошо, костюм есть. Вот это и есть подземное озеро, из которого пила воду вся Таррагона. Ну, полетели.
пещерах, в озерах я еще не плавал. Я вообще не знал, что под землей есть озера. Вы знали, что под землей есть озера, и из них выкачивают воду? Я нет. Страшноватая штука, на самом деле. Ага! А мы сейчас пролазим прям в узкий проход под водой, да? Vale. Найс, прикольно. Я под скалами еще не плавал. Конечно, это только начало всей системы пещер. Но дальше нужно больше времени, специальная подготовка и снаряжение. Спасибо, каталонцы, что открыли свой секрет. А все на пляже в Испании ходят. Какие пляжи, ребята, спускайтесь в пещеры, тут гораздо круче. Только водичка прохладнее и песка нет. Класс. На второй день я решила посмотреть, как каталонцы развлекаются, когда им вдруг надоедает зарабатывать деньги. Добро пожаловать в каталонский Диснейленд! Порт-Авентура или по-нашему Порт-Приключения. Порт-Авентура – это настоящая страна развлечений. Тут 2 парка с аттракционами. Аквапарк, а там десятки горок и каруселей. Магазины, рестораны, отели. Но меня интересуют, конечно же, аттракционы. Чтобы вы понимали, насколько местные любят экстрим, это время ожидания в очереди на каждый аттракцион. Час, 2, 1,5, час 20, боже мой! Но это меня не касается, потому что у меня что? VIP вход. Аттракцион первый – Furious Baco. Он разгоняет тебя с 0 до 135 км в час всего за 3 секунды. Я не хочу! Аттракцион второй – Шамбала. Напоминает гигантские волны. Вертикальный спуск с высоты 76 метров. Но я переименовала на слюни по всем щекам, потому что они были у меня везде. Это просто капец. Смотри, прическа, как тебе? А теперь слушайте сказочку. В самом-самом большом парке развлечений есть самая-самая высокая горка, с которой скатываются с самой-самой большой скоростью. 180 километров в час за 5 секунд с высоты 112 метров.
солнышком. И я иду туда. Вот мамочка идет к вам. Gracias. Для того, чтобы я ничего не пропустила, одеваю очки. Я хочу все посмотреть, все увидеть. О, боже! Лететь, колотить, я волнуюсь. Удачи! Ой! Вот это было сексуально, я понимаю. Лететь, колотить! Сюда. Gracias. В Каталонии ни в чем себе не отказываю. В принципе, как и везде, когда со мной премиальная карта MasterCard. С ней мои оплаты проходят быстро и надежно. Оплатил и спокойно отдыхаю себе дальше. Прячем бутылку со $100. Yes! Ищите наш каталонский клад возле самой дальней парковки парка Порт-Авентура. На улочке Камí de la Pedrera, перед зеленым забором, сворачивайте направо в кусты. И возле кирпичного бордюра вас ждет бутылка от Орла и Решки. Удачи! Мы приехали в Каталонию 23 июня, в самый длинный день в году. Сегодня все каталонцы отмечают праздник Сан-Хуан. En sortir de la nit sagrada de Sant А Joan. вот и праздничное представление Сан-Хуана. Пойдем посмотрим, как это проходит. Я тоже пришла посмотреть на праздник, но буду сидеть на VIP-месте с шампанским. Сами каталонцы говорят, что так они изображают ад. В аду бегают ведьмы и черти и визжат грешники. Че уже не видно, отменили привет, громко. И они идут по кругу и все время обновляются. Каждый берет новые петарды и заново идет. Так как праздник проходит на побережье, то у ада здесь морские мотивы. Вот гигантская мурена. А вот главный демон. Вот это вышел дьявол моря именно. Это каталонский морской Халк. И вот так они беснуются, все эти черти, ведьмы, они беснуются всю ночь, пока не выйдет солнце и не прогонит их. Вес
весь вечер каталонцы запускают фейерверки и взрывают петарды. Причем петарды взрывают даже маленькие дети. Ужас! Куда смотрят родители? Главное движение сегодня происходит на пляже. Он тут заменяет городской парк. Все приходят с семьями, с едой, чем покрепче. И, конечно же, фейерверками. Okay. Who's gonna help me do that? I don't know what's that. Ладно, покупал фейерверков, не знаю, что с ними делать. Yeah, I do. I do have a lighter. Ёпрст, это... Эта компания хорошая на сегодня, класс. Блин, такая классная атмосфера. Все сидят, отдыхают, вот пчеловая, со своими родными, со своими друзьями, проводят время. Супер. Аж не хочется уезжать отсюда. Как круто! Как нам показалось, каталонцы не так уж много думают о том, чем они отличаются от испанцев. Их больше заботит урожай винограда и оливок. Сокровища их народа и доходы от туристов. Как бы ни сложилась история, каталонцы будут держаться вместе. Подставят друг другу плечо. Thank you very much. И достигнут самых вершин. Какого черта? Красота! О, мои шарики! Окей. Очень страшно. Вот то, что я люблю. Заладить какие-нибудь дырки. Вот теперь я вижу. Catalonian people are friendly. Твое? Да, это я сделала! Обалдеть! Привет! Здорово! Как твои дела, расскажи. Класс! Вот это жжешь, блин, прям как каталонцы. Какие они веселые, открытые, свободолюбивые люди. Они такие трудяшки, они работают усердно над своим будущим. Они сохраняют свои традиции. И капец, они отдыхают так, что хочется потом всю ночь перед Карвалол, походу. Это точно. После этого нужно будет. Да. Может быть, пока пойдем отдохнем? Давай, пойдем. Перед тем, как мы встретимся со следующими землянами? Да. А? Да. Ну Всем что? пока. Пока. Пошли тусить, пошли. Да, Сейчас на туда, пляже. да. Сейчас мы с тобой потанцуем такую бачату, что ты просто закачаешься, моя дорогая. Ой, смотри какой. Орел и Решка приглашает всех желающих покорить Килиманджаро. Зайти на вершину Африки вместе с популярным тревел-шоу. С 6 по 17 октября. 2 дня сафари в национальных парках Танзании. Ну а дальше брось себе вызов и встречай рассвет на самой высокой точке Африки. 5895 метров. Все это время команда «Орла и Решки» снимает кино о твоем восхождении. Поверь, эта поездка изменит твою жизнь.
все могу. Подробности в описании. Количество мест в группе ограничено. Успей записаться.